Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня я покажу вам, как в домашних условиях из простых, доступных домашних компонентов сделать очень эффективную антивозрастную омолаживающую маску. Нам понадобится зеленый чай, можно заварить его заранее. Также сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи, разглаживает даже самые глубокие морщины. Также маска борется с обезвоженностью кожи, интенсивно увлажняет и убирает дряблость и сухость. Маска подходит для всех типов кожи. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Также эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы также можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Сегодняшняя маска из соды, но предварительно нужно заварить зеленый чай. Заварите крутой зеленый чай. Можно использовать чай с различными добавками, можно использовать обычный зеленый чай. На полстакана кипятка заварите 1 пакетик. Если у вас сухой зеленый чай, то 1 чайной ложки будет достаточно. Дайте настояться, чтобы получился очень крутой чай, и остудите до комнатной температуры. И теперь давайте приступим к приготовлению сегодняшней маски. Возьмите 1 чайную ложку пищевой соды. Сода – это наилучший очищающий компонент, который вы можете использовать в домашних условиях для ухода за кожей лица, за кожей шеи, за кожей зоны декольте. Также сода очень хорошо очищает кожу в момент смывания, дает шлифующее воздействие. Также сода хорошо выравнивает не только оттенок кожи, но и поверхность. Очень интенсивно шлифует кожу, очищает, убирает даже самые глубокие морщины. Очень хорошо смягчает дряблую увядающую кожу. Соду возьмите без горки. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится рисовая мука. Вы в домашних условиях самостоятельно можете приготовить рисовую муку. Возьмите 2 столовые ложки обычного белого риса в сухом виде, перемелите его в кофемолке. Можно большее количество рисовой муки приготовить заранее, так, чтобы вам было удобно использовать для приготовления домашних масок, так как рисовая мука очень тщательно используется рисовая мука часто используется в рецептах домашних масок. Рисовая мука смягчает кожу, очень хорошо убирает морщины, хорошо питает кожу. Также рисовая мука в момент подсыхания подтягивает и убирает дряблость и шелушение. Также возьмите 1 чайную ложку рисовой муки. Затем тщательно смешайте сухие ингредиенты, так, чтобы они равномерно между собой распределились. Кстати, эту сухую заготовку вы можете приготовить заранее и использовать эту смесь для приготовления домашних масок. Можно хранить при комнатной температуре. В зависимости от типа кожи вы можете добавить влажный ингредиент. Если у вас очень сухой тип кожи, то добавьте в эту смесь жирные сливки, либо 1 чайную ложку сметаны. И маска будет очень хорошо питать и увлажнять кожу. А мы продолжим приготовление сегодняшней маски для дряблой увядающей кожи. Затем нужно взять зеленый чай и добавить 2 чайные ложки зеленого остывшего чая в сегодняшнюю маску. Зеленый чай отлично сорбирует кожу, хорошо увлажняет. Также зеленый чай тонизирует кожу. Остатки зеленого чая вы также можете разлить и заморозить, в дальнейшем использовать замороженные кубики льда зеленого чая для тонизирования кожи после умывания и перед нанесением крема. А мы продолжим приготовление сегодняшней маски. Нужно тщательно смешать все компоненты, так, чтобы получилась однородная, приятная консистенция. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте ингредиенты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Все свои маски и рецепты я показываю в режиме реального времени, так что 8 или 7 минут вам будет достаточно для того, чтобы приготовить домашнюю маску.
Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Вы можете использовать косметическое масло домашнего приготовления. Самостоятельно можете сделать масло из лепестков роз, из листьев подорожника, либо из листьев смородины или малины. Также для приготовления косметического домашнего масла подойдут и сухие листья. Также вы можете купить цветы ромашки в аптеке, залить сверху подогретым оливковым маслом, настояться 3 дня при комнатной температуре в темном помещении. Для сегодняшней маски я использую розовое косметическое масло. Также нужно взять 10 капель. Косметическое масло розы вы можете заменить на аптечное миндальное масло, либо масло персика. Затем тщательно смешайте все компоненты. Для того, чтобы сегодняшняя маска имела и активное увлажняющее воздействие, нужно использовать глицерин. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость, без запаха, со слегка сладковатым вкусом. Глицерин – это наилучший увлажнитель для кожи, который вы можете приобрести в аптеке недорого и использовать для приготовления домашних масок. Добавляя глицерин в домашние кремы, вы также усилите увлажняющее воздействие. Единственное условие – не наносите глицерин в чистом виде на кожу. Также нужно взять 10 капель глицерина и тщательно смешать все компоненты. Маска имеет очень приятную консистенцию. Для достижения наилучшего эффекта эту маску нужно наносить в 3 слоя. Для достижения наилучшего эффекта эту маску наносите на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы можете найти на моем канале. Сегодняшнюю маску нужно наносить в 3 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается. Затем с интервалом примерно полминуты нанесите 2 последующих слоя. Также нанесите эту маску на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Остатки маски не забудьте нанести также и на кожу рук. Аккуратными вбивающими движениями можно нанести эту маску и на кожу вокруг глаз. В момент подсыхания сегодняшняя маска убирает морщины под глазами и также убирает гусиные лапки. После нанесения 3-го слоя держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным теплым махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.